Сегодня 8 мая и второй день класса, который мы провели в Чеховской бухте. Так случилось, что одна наша коллега поселилась в месте, где знает коды и тайные тропы в эту бухту. История давняя и странная, не всяк туда может пройти через вот этот музей Чехова. Наши коллеги, студенты пробовали, но их не пустили. Художник пройти, пожалуйста, за деньги, а порисовать нет. Вы нам мажете камни краской, хотя это не их территория, а городская. Куда, в общем, человек-горожанин не может пройти. Бред собачий. Место чудесное, но такие сложности возникают, чтобы туда попасть. Скалы, домик Чехова, море и гора на дальнем плане. Совершенно удивительное, просто волшебное с точки зрения живописи место. Я поставил сегодня задачу писать, помимо работы, которая длительная, которую мы делали, писать короткие работы на ощущения, причем мы писали на время. Сначала мы делали 10-минутный этюд, потом 3-минутный и потом минутный. И это так понравилось всем, что предложение было делать так каждый день. То есть на каждом классе делать на время. Осталось 4 минуты. Ты еще 2 можешь сделать. Что происходит? Тебе некогда думать. Ты вынужден просто писать широкими пятнами, большими массами. Потому что секундомер отсчитывает, и я все время говорю, осталось 5 минут. Но в этом цейтноте, оказывается, можно пробиться через выстроенные шаблоны ума в ощущения, которые мы пишем. Схема понятна. То есть мы сначала, естественно, обсуждаем основы живописи, на которых базис, такой фундамент. А потом на этом фундаменте мы строим ощущения. Это особая задача, она удивительная. Это вот только, наверное, на мастер-классе можно почувствовать, когда ты сам это делаешь. Рассказать об этом очень сложно. О, ищи, да, вот эти блики. Это... Вот, смотри, как вертикально ты сделала, как красиво стало. Поэтому открыт набор на июльский класс с 1 по 5 июля. Здесь, в Гурзуфе, мы будем писать и работать по-серьезному. Записывайтесь. Лариса Бриль. Есть мнение, что в плохом настроении нельзя приниматься за картину, чтобы не запечатлеть в ней негативную энергию. А другое мнение, нужно не дожидаться какого-то особенного состояния, и вдохновения появится в процессе, и настроение в результате улучшится, что тебе ближе. Спасибо, Лариса, за вопрос. Мне ближе, когда у тебя настроение хорошее. И тогда, ну вот еду, например, приходится готовить, поджимает, да, червячки хотят кушать, их нужно накормить там внутри. И поэтому нужно готовить независимо от настроения. Правильно ведь? Но в случае с искусством, наверное, лучше подождать, пока придет хорошая фаза, черная полоса сменится белой, и тогда можно писать без оглядки. Ну, еду, например, готовить лучше же в хорошем настроении, но существуют какие-то методики различные, улучшения настроения. Ну, не будем об этом. Лучше просто подождать, выспаться, например, принять, опять же, чаю для настроения. Глядишь, и картошка будет резаться хорошо, весело, и лучок, чесночок, и чего-нибудь клочок. Ну, а за картину приниматься в плохом настроении, это же не каторга, это же, ну, опять мне, работать над картиной. Так, конечно, нет никакого смысла и ждать, пока разыграется что-то такое, да, развеселиться. Лучше что-нибудь, практику какую-нибудь делать. Поэтому, я думаю, это, в результате этой практики художники и спиваются. Для поднятия настроения практику делают такую, и потом, все хорошо. Любой мазок уже все как бы в дело идет. И кажется, что и неплохо вроде получается все. Дон Сантино. Слава, спасибо за ответы. Пожалуйста, задавайте вопросы, ставьте лайки. Это развивает канал. Скажите, если человек
каждый раз ставьте, начинает учиться масляной живописи. Его работы можно назвать дилетантской мазнёй? Нет, конечно, Дон Сантино. Мазнёй вообще, когда человек начинает учиться, ну какая же это мазня? Это учебные работы. Мазня потом, когда уже килограммы краски там свисают, и холст невозможно поднять от тяжести краски. Но если ребенок учится ходить, никто же не скажет, что он какой-то, я не знаю, дегенерат, калека. Он просто учится ходить. У него еще не все получается, он падает все время, смеется. Ну и давайте мы тоже, ну и что, упал, поднялся. Посмеемся вместе с теми, кто говорит, что это мазня. Ну да, мазня, я учусь. Не судите строго. Ну, первый блин подгорел, второй будет лучше. Арис Каулинс. Я ваше видео смотрю с восторгом. Ой, хорошо, мне приятно записывать для вас видео, как все изящно и кажется легко. Однако, чтобы холст, кисть и краски стали просто продолжением себя, надо положить на это не один пяток лет. Это правда, день в день, по много часов каждый день, с любовью при этом. Как в любом деле, не сломаться. Ваши уроки очень поддерживают. Ну, спасибо вам большое за теплые слова. Спасибо вам за добрые слова. Это очень приятно. Я люблю людей, которые знают, что они хотят, что их душа просит. Часто бывает так, что это приходит с возрастом. И что? Это же замечательно. Значит, можно в это дело употребить весь свой жизненный опыт. Не делать лишних каких-то движений, не ходить туда, куда не хочется ходить, не встречаться, не разговаривать с тем, с кем не хочется, а делать то, что хочется, и встречаться с кем хочется, и учиться у того, у кого хочется. Вообще, прежде чем вот выбрать мастера, который вами займется, который будет вас курировать, что ли, вдохновлять и помогать, смотрите на живопись художника. Если учитель балаболит, но не показывает своих работ, нужно его просто к стенке поставить. Дай посмотреть, что ты делаешь. Я хочу принять решение, подходите вы мне или нет. А после этого тогда вообще разговаривать, думать, хочу ли я у этого художника учиться. То, что он делает, меня убеждает, мне нравится, я хочу расти под его руководством и идти дальше, чем он. И если живопись его не интересна, то ну его. А если живопись художника интересна, и он еще какие-то классы проводит, какие-то события устраивает, даже если он не умеет говорить, косноязычен, но он показывает, вообще это самое важное, чтобы посмотреть, как художник пишет. Да если он еще рассказывает, как это делается, из чего состоит, так это вообще, мне кажется, важное дело. Так что спасибо вам. Работает мой сайт, закачаны все работы. И там же на этом сайте школа с 10% скидкой на уроки. Заходите ко мне в гости на сайт, в школу. Я буду очень рад знакомству и общению, дружбе. 31 урок. Бухта Чехова. Вот все просто. Небо, море, скалы, гора на дальнем плане. Кипарис. Но попробуй взять эти тонкие отношения. Если бы было все так легко, но кругом были бы одни гении. И пока 1000 раз не попробуешь, ничего не получится. Тонны краски изведешь. Наша задача – мыслить тоньше, видеть тоньше, настроить свой глаз на замечание тонких нюансов отношений. И через какое-то время обязательно включится вот эта распознавательная функция мозга, когда вы видите эти нюансы, когда вы в состоянии замесить, сделать замес на палитре и точно взять отношения, только потом творческая составляющая расцветет в полной мере, но не раньше. На мой взгляд, многие делают ошибку. Им кажется, все уже получается, знакомые, близкие, в восторге, все в порядке. Я создаю шедевры, но это не так. Себя не обманешь.
Давайте заниматься, и заниматься серьезно. 31 урок. Всего лишь 31. Но задачи при всей простоте сложнее и сложнее. Малый формат. 30 минут работы. Мастихин, кисти, что угодно. Лишь бы взять тонкие отношения. Делайте подобные мотивы, присылайте мне на разбор. Удачи в живописи. А вот потом из-за этого места будет всегда в голове. Я еще вчера был, Ариш, все нормально. Смотри, как хорошо. Уже все закончено, ничего нет.